Всем привет! Представьте себе ткань, которая сама себя очищает без стирального порошка и без пятновыводителя, используя лишь законы физики. Удивительная способность к самоочистке не магия, а гениальная архитектура поверхности, которую изобрел не человек, а сама природа миллионы лет назад. А ученые только смогли разгадать и перенести ее на ткань. В этом видео мы отправимся в удивительный мир биомиметики, науки, где инженеры и дизайнеры учатся у растений и животных, чтобы создавать невероятные вещи. Разберемся, что такое эффект лотоса и как он совершил революцию в текстиле, подарив нам самоочищающиеся зонты и устойчивую к загрязнению обивку мебели. А также вы узнаете, можно ли отличить настоящий эффект лотоса от обычной водоотталкивающей пропитки. Поэтому подписывайтесь, если еще этого не сделали, так это видео увидит больше людей. Итак, что же это за наука такая биомиметика? Она изучает природу, ее процессы и структуры для создания новых технологий, которые могут помочь человеку. В основе биомиметики лежит идея того, что природа за миллиарды лет эволюции уже разработала эффективные конструкции для решения множества проблем, которые превосходят по эффективности конструкции, созданные человеком. Например, полимерные нановолокна с прочностью выше, чем у стали, были созданы на основе обычной паучьей паутины. Репейник, который растет у вас под забором, стал прототипом при создании застежки-липучки. Принцип работы липучки такой же, как при зацеплении шаровидных соцветий репейника с крючковатыми обертками. А броненосец подсказал надежную конструкцию бронежилета. Вместо того, чтобы делать одну большую бронепластину, можно использовать броню, собранную из отдельных сегментов. Если в обычную пластину попадет пуля, то по ней пойдут трещины, и она расколется. А если пластина состоит из маленьких сегментов, то может разрушиться один сегмент, а остальные будут целы. Когда ученые рассмотрели лапки геккона, который может легко удерживаться на гладких вертикальных поверхностях, оказалось, что они покрыты не липучими присосками, а сотнями тысяч микроволосков, которые еще и разветвляются на нанокончики. Эти микроволоски, посмотрите на фото, создают межатомные вандервальсовские силы с поверхностью, по которой движется геккон. Благодаря этому он прочно удерживается на любой, даже грязной поверхности. Это подвигло человека к созданию сухих клеев, материалов, которые прилипают без химии, не оставляют следов и могут использоваться многократно. А также к созданию роботов-манипуляторов, которые могут захватывать очень гладкие предметы, например, стекло или микрочипы без малейших повреждений. Уже более 2000 лет в разных религиях лотос считается символом чистоты. В буддизме лотос – символ просветления, духовной чистоты и пути к нирване. Будда часто изображается сидящим на лотосе. В индуизме лотос ассоциируется с богинями Лакшми и Сарасвати. В Древнем Египте он символизирует красоту и божественную чистоту, а в конфуцианстве лотос – знак морального совершенства. Это связано с тем, что лотос растет в грязной болотной воде, на ночь погружается в тину и ил, но каждый раз с первыми лучами солнца поднимается из грязи, распускается и остается безупречно чистым. Эффект лотоса – это эффект крайне низкой смачиваемости поверхности, который можно наблюдать на листьях и лепестках лотоса. Вода попадает на поверхность листьев, сворачивается в шарообразные капли. При стекании с листа она захватывает с собой частицы пыли и тем самым очищает поверхность растений. Но до 70-х годов 20 века общепринятым было мнение, что чем более гладкая поверхность, тем труднее на ней удерживается влага и, соответственно, грязь. И каково же было удивление ученых, когда они узнали, что самыми грязными оказались именно растения с гладкой поверхностью, а те, у которых под микроскопом была обнаружена шероховатая поверхность, были идеально сухими и чистыми. Особенно ярко это свойство выражалось у лотоса. Открыл эффект лотоса в 70-е немецкий ботаник профессор Вильгельм Бартлотт. В 1975 году ученый из Бонна изучал структуру поверхности листьев различных растений с помощью растрового электронного микроскопа. Он был первым ботаником, который с 1970-х годов использовал такой микроскоп для исследования поверхности растений. Для тех, кто еще не знает, растровый микроскоп – это прибор, который создает изображение поверхности с помощью электронного пучка. Прибор формирует узкий пучок электронов, который точка за точкой сканирует поверхность образца. Электроны взаимодействуют с атомами образца и вызывают появление отраженных электронов и рентгеновское излучение. Детекторы улавливают эти сигналы и превращают их в объемное изображение на экране. В результате получается картинка с огромной детализацией. Микроскоп позволяет получать увеличение десятков тысяч до миллионов раз
и увидеть микро- и наноструктуры с разрешением до 1-2 нанометров с очень высокой резкостью. Можно рассмотреть микроструктуру тканей, волокон, измерить их диаметр, оценить повреждения материалов, изучить поверхность полимеров и многое другое. Вот, например, на фото волокно шерсти под электронным микроскопом. Вильгельм Бартлетт был профессором Свободного университета Берлина, а также директором ботанического сада при университете Бонна. Он много лет руководил проектами по изучению биоразнообразия. Наиболее выдающимся его открытием является эффект самоочистки супергидрофобных наноповерхностей, которые были реализованы под торговой маркой Lotus Effect с 1998 года. Полученные продукты сейчас распространены по всему миру, а товарный знак Lotus Effect принадлежит немецкой компании 100 AG. Наблюдая в растровый микроскоп за растениями, Бартлетт обратил внимание на удивительную чистоту некоторых оранжерейных растений, таких как настурция, лотос и кальраби. Их листья всегда казались свежевымытыми, тогда как листья других растений были покрыты глинистыми и известковыми пятнами. На первый взгляд листья кажутся абсолютно гладкими, но это не так. Лист лотоса представляет собой сложную двухслойную структуру. Сначала идут мельчайшие пупырышки или шипы из воскообразного вещества кутина высотой около 10 микрометров. Затем такие же мельчайшие волоски, которые придают листу шероховатую поверхность на наноуровне. Кутин является гидрофобным веществом, а значит отталкивает воду. Нанометр – это 1/10000000 часть миллиметра. Это намного меньше, чем самые маленькие клетки. Человеческий волос, например, составляет в диаметре 50 тысяч нанометров. Эти структуры настолько малы, что их невозможно увидеть не только невооруженным глазом, но и при помощи обычного микроскопа. Поэтому ученые и не подозревали о них до изобретения электронных микроскопов. Крохотные ворсинки расположены настолько плотно друг к другу, что частички пыли или капельки воды не попадают между ними, а остаются на кончиках этих волосков. Благодаря такому удивительному строению вода, попадая на листья, не растекается, а садится на шипы в виде капель. Контактная площадь листка лотоса с капельками настолько мала, всего около 0,5%, что от адгезия сила сцепления не работает. Объяснить, как работает эффект лотоса, можно на простом примере. Представим себе поверхность, покрытую зубцами наподобие расчески. Если положить на зубцы кусочек бумаги, то площадь ее соприкосновения с поверхностью будет минимальной, только в местах контакта с зубцами. Если тот же кусок бумаги положить на гладкую поверхность, площадь соприкосновения, значит и сила сцепления значительно увеличится. То есть микрошероховатость лотоса и расположенные с определенной периодичностью и определенной формой микробугорки мешают капле смачивать поверхность. Поэтому грязь и влага не могут удержаться на поверхности листа, и при малейшем дуновении ветра вода скатывается, забирая с собой частички грязи и пыли. Удивительно, но даже если погрузить лист лотоса в грязную воду, а затем вынуть, он останется без единого пятнышка. Биологическое значение этого эффекта для растений заключается в том, чтобы на лепестках и листьях не оставалась грязь и не размножались грибки и бактерии, которые разрушают растения и снижают эффективность фотосинтеза. Эту особенность назвали эффектом лотоса, хотя ультра- или супергидрофобность характерна и для многих других растений. Например, настурция, капуста, тюльпан и банан. Похожим образом устроены крылья бабочек и других насекомых, а также некоторых водоплавающих птиц, для которых защита от избыточной влаги жизненно необходима, ведь намокнув, они потеряли бы способность летать. Бывают гидрофобные поверхности, с которых вода не скатывается, а наоборот удерживается. Например, лепестки розы. Капли на них остаются красивыми сферами, но в отличие от лотоса не скатываются, а крепко держатся за цветок. Дело в том, что на поверхности лепестков розы форма шипов другая, более конусообразная, и расположены они реже, чем у лотоса. На фото слева шипы на листке лотоса, а справа на листке розы. Поэтому вода остается между выступами и удерживается за счет адгезии. Но не вся, а только мелкие капли, снабжающие влагой бутон, а большие скатываются из-за своей тяжести. Этот эффект ученые назвали эффектом лепестка. Немного поясню, как работает эффект лотоса. Капля воды, попадая на супершероховатую поверхность, не может равномерно расположиться на ней, так как этому мешают силы поверхностного натяжения. Поэтому вода не может растечься и остается в виде шарика. Способность твердого тела смачиваться водой зависит от многих факторов. Это природа материала и жидкости, пористость материала и прочее. Эти факторы влияют на величину поверхностного натяжения жидкости и на угол смачивания тетта.
Из-за поверхностного натяжения воды монетка на фото не тонет. Можете попробовать дома. Запомним, что поверхность гидрофильна, то есть смачивается, когда угол ее контакта с водой меньше 90 градусов. Гидрофобна, то есть не смачивается, когда угол контакта с водой больше 90 градусов. И супергидрофобна, когда угол контакта с водой больше 150 градусов. При тета 180 градусов материал полностью не смачивается, а капля не растекается. Так вот, лист лотоса супергидрофобный, так как угол контакта с водой на нем может достигать 170 градусов, а угол скатывания капли меньше 5 градусов. То есть при малейшем наклоне вода скатывается с листа, захватывая при этом частички пыли и грязи. Вы, наверное, хотите спросить меня, а при чем же здесь текстиль? Дело в том, что в начале 90-х Бартлетту удалось воспроизвести механизм, изобретенный природой в лаборатории на искусственных поверхностях, и в 1997 году запатентовать свое изобретение. Идея Бартлетта заключалась в том, что водонепроницаемость материалов определяется не химией, а геометрией поверхности. То, что создал Бартлетт, сейчас называется нанотехнологиями, которые признаны технологиями будущего. Тема эта очень обширная и достойна целого цикла передач. Чтобы создать в лаборатории эффект лотоса, Бартлетту удалось воспроизвести два ключевых элемента его структуры – микрошероховатость, а также шероховатость и гидрофобность на наноуровне. В результате ему удалось достичь эффекта лотоса на самых различных материалах, в том числе и на тканях. Для создания микробугорков с помощью нанотехнологий на ткань наносили микрочастицы кремнезема СО2 или диоксида титана ТиО2, а для имитации воскообразного покрытия лотоса ткань дополнительно обрабатывали фторуглеродами. Эти элементы послойно наносятся на поверхность, образуя на ней микрошероховатость. Существует довольно много методов такого нанесения – магнетронная, плазменная и Зольгель метод – это тема отдельной передачи. Для имитации воскообразного покрытия, кроме фторуглеродов, использовали воскообразные полимеры, силиконовые препараты, углеродные нанотрубки и различные наночастицы с низкой поверхностной энергией. Например, ученые использовали Зольгель метод для создания шероховатости на наноуровне. Это синтез на материале наночастиц диоксида кремния или диоксида титана. Полученные соединения формируют непрерывную сеть наночастиц, образующих тонкую пленку, например, на ткани. В результате на ткани удалось получить поверхность, полностью имитирующую микробугорки листа лотоса с углом смачивания 140-160 градусов. Такие ткани становятся водонепроницаемыми и самоочищающимися без всяких дополнительных обработок отделочными препаратами, то есть только за счет геометрии поверхности. Эта технология позволяет получать ненамокающий и самоочищающийся текстиль, например, для зонтов, плащей, малозагрязняющийся бактерицидный текстиль, мебельные ткани, которые не пачкаются, водоотталкивающие спортивные купальные костюмы и многое другое. На эти изделия можно вылить стакан сока, колы или бокал вина, и при этом изделие останется чистым и сухим. Например, техническая ткань с эффектом лотоса компании BASF, предназначенная для изготовления тентов, зонтов, навесов, парусов и других изделий, которые используются под открытым небом и подвергаются максимальному загрязнению. Эффект самоочищения достигается за счет расположенных на поверхности материала наночастиц на основе тефлона. Современные технологии позволяют наносить нанопокрытие даже с помощью спреев, а значит, это можно делать в домашних условиях. Компания Rust-Oleum разработала супергидрофобный спрей NeverWet, которым можно обрабатывать поверхность любого материала, после чего она перестает загрязняться. Действие спрея основано на использовании эффекта лотоса. Пропитывающие средства наносятся на поверхность нанотонким слоем, симулируя структуру листа лотоса, и защищают обувь и одежду из любых материалов от грязи, пыли и влаги, сохраняя при этом их способность дышать. Если водоотталкивающий эффект ослабел, то в этом, скорее всего, виновато загрязнение нанопокрытия. В этом случае ткань можно почистить мягким очищающим средством и промыть водой. После этой процедуры эффект будет восстановлен. Российская компания Guggenheim Chemie разработала водоотталкивающее самоочищающееся нанопокрытие Anti-Leak Nano. Это защитное средство для придания сверхсильных водоотталкивающих свойств изделиям из замши, нубука, хлопковых и синтетических тканей. Наночастицы создают невидимую глазом нанорельефную структуру, которая позволяет добиваться супергидрофобности. Компания Nanotex производит ткань, которая обладает абсолютной водоотталкивающей способностью.
Все капли воды или жидкости скатываются с ткани, но она при этом остается воздухопроницаемой. Эту технологию используют для своей одежды компания Levi's, Calvin Klein, Nike и Dockers. Сейчас рынок предлагает огромное количество различных спреев с приставкой «нано», гарантирующих вам получение водоотталкивающей поверхности. Но не стоит забывать, что при подобной обработке ткань в любом случае частично теряет свою воздухопроницаемость, а значит телу будет сложнее дышать и может ухудшиться теплообмен. Это связано с тем, что нанопокрытия частично закрывают поры в волокнах и ткани, препятствуя прохождению воздуха. Здесь мы сталкиваемся с противоположными требованиями к материалу. Получается, что чем выше водоотталкивание, тем хуже воздухопроницаемость. То есть при нанесении более толстого нанослоя мы улучшим водоотталкивание, но снизим комфортность и гигиеничность одежды. Поэтому здесь очень важно, по какой технологии и какими препаратами наносится покрытие. При правильном нанесении ткань должна оставаться дышащей в пределах нормы и при этом проявлять свойство отталкивать воду и другие жидкости. По воздухопроницаемости есть нормы, закрепленные ГОСТ для разных видов одежды первого, второго и даже третьего слоя. Поэтому внимательно читайте описание подобных товаров и отзывы тех, кто уже опробовал на себе их действие. Особенно, если вы приобретаете не фирменную одежду или спрей, а no-name. Особенно хорошо такие покрытия зарекомендовали себя для обуви из замши или нубука. После обработки обувь не намокает, а грязь не пристает к материалу верха. Для нашего дождливого климата это отличное решение для тех, кто в любую погоду хочет носить любимую красивую обувь. Очень много материалов с эффектом лотоса используются в строительстве. Вообще первая коммерческая реализация эффекта были фасадные краски Лотусан, которые защищали здания от грязи, пыли, плесени и лишайников и делали фасады самоочищающимися. Посмотрите на фото, как капельки воды собирают грязь с фасада здания. Появилась черепица с эффектом лотоса, незапотевающие зеркала, стекла, с которых стекают малейшие капельки воды с растворенными частицами грязи. Как листья лотоса, поверхности, покрытые такими лакокрасочными материалами, становятся сухими. Во время дождя вода собирается в шарик и просто скатывается, предотвращая проникновение влаги внутрь покрытия. Появилась возможность создания самоочищающихся автомобильных красок, которые активно отталкивают воду и грязь. Начиная с 2003 года автомобили Mercedes-Benz серии E, S, SL, SLK покрывают прозрачным лаком с наноразмерными керамическими частицами, которые образуют на поверхности лакового покрытия чрезвычайно плотную наноструктуру. Слева на фото обработанная нанолаком поверхность машины, а справа не обработанная. Благодаря этому повышается прочность лака и обеспечивается более долговечный блеск покрытия. Автомобили Mercedes-Benz с таким покрытием отмечены награды на выставке «Автомеханика» как самые легко моющиеся автомобили. Самым крупным в прямом смысле этого слова примером использования эффекта лотоса в обработке фасадов является Большой национальный театр в Пекине. Вся стеклянная оболочка купола покрыта наноматериалами, которые отталкивают воду и грязь, что облегчает уход и поддерживает чистоту театра. Понятие эффект лотоса стало модным и применяется зачастую там, где этого эффекта вовсе нет. Например, так называемые easy to clean, легко очищающиеся поверхности, не имеют сложной наноструктуры. Они просто очень гладкие и поэтому легко чистятся. Частый вопрос, а можно ли отличить ткань с эффектом лотоса от обычной водоотталкивающей пропитки, например, ДВР? Дело в том, что водоотталкивающих пропиток очень много. При этом производители используют разные препараты. Нанопокрытий тоже много. По качеству ДВР пропитки и наноповерхности могут очень сильно отличаться. Поэтому без специального оборудования, например, электронного микроскопа, отличить их невозможно. Очень косвенно и субъективно можно посмотреть, как легко скатывается вода с поверхности ткани. С поверхности с эффектом лотоса почти идеальные капли должны скатываться даже при совсем небольшом угле наклона поверхности, как ртуть. А при водоотталкивающей пропитке капли также могут не растекаться, но более прочно удерживаться на поверхности. Одно из самых забавных применений эффекта лотоса предложили сотрудники Лионского университета. Наверняка каждый сталкивался с тем, что струйка чая льется, скользя вдоль носика чайника, и вместо чашки оказывается на вашей скатерти. Французские ученые изготовили чайник, лишенный этого недостатка. Чудо-чайник объясняется наличием наноструктурированной гидрофобной поверхности носика. Ее краевой угол смачивания близок к 180 градусов, что заставляет капли воды буквально отскакивать от чайника.
Видите, на нижнем фото капли капают в чашку, а сверху будут капать на скатерть. Но это еще не все. Природа пошла дальше, а человек пошел за ней. Существуют еще и так называемые панофобные поверхности, от английского панофобия, боязнь всего. Гидрофобные не любят воду, а панофобные не любят вообще ничего, то есть отталкивают все, и воду, и масло, и нефть. Как и в случае с лотосом, идея нового материала была заимствована у природы, на сей раз у кувшиночника или непентеса, известного своим хищным нравом. Это лиана из тропической Азии, которая имеет своеобразный кувшин для ловли насекомых, напоминающий необычайно яркий цветок. Я встречал их в оранжереях Сингапура, и некоторые особи достигали 30 и даже 50 сантиметров. Эти кувшины окрашены в яркие цвета – красные, белые, пятнистые или светло-зеленые, а между бороздками листьев течет сладкий душистый нектар, привлекающий насекомых. В самом кувшине миллионы жестких волосков, обращенных к низу, то есть такой щетинистый чистокол, который не дает жертве шансов выбраться из ловушки. Как же насекомое попадает в этот кувшин? Вы видели, как муха сидит на гладком стекле? Это потому, что у нее на лапках есть малюсенькие крючки, которыми она цепляется за малейшие неровности стекла. Кроме того, под коготками у мухи есть подушечки, покрытые тысячами микроволосков, каждая из которых выделяет тончайшую пленку липкого секрета. Этот секрет создает капиллярные силы, которые приклеивают лапку к поверхности. По похожему принципу устроены лапки других насекомых. Так вот, ученые заметили, что все эти насекомые легко соскальзывают с ободка кувшина, пропитанного нектаром, прямо к нему в пасть. А значит, на ободке существует какая-то суперскользкая поверхность. Согласно исследованиям ученых, основную роль в захвате насекомых цветком играет его перистом – структура у входа в кувшинообразную ловушку. Поверхность перистома содержит микроскопические впадины между соседними клетками, своеобразные поры, в которых находится смазка, вода или нектар, который выделяет железы цветка. Такое строение приводит к эффекту аквапланирования. Это потеря сцепления шины с дорогой из-за образования водяной пленки между колесом автомобиля и асфальтом. Если скорость слишком велика или слой воды слишком глубокий, колесо не успевает вытеснить воду, и под ним формируется непрерывная водяная прослойка. При этом колесо полностью теряет сцепление с дорогой. Очень опасный эффект. Небольшой слой жидкости на ободке кувшина приводит к такому же эффекту. Поверхность становится такой скользкой, что лапки насекомого теряют сцепление, и жертве не могут помочь никакие коготки, крючочки и присоски. Она скользит прямо в пасть кувшинки ловушки, где насекомое обречено. Оно опускается все глубже в воду, которая заполнена кувшинкой, и тонет. Внутри кувшинчика выделяется пищеварительный фермент непентесин, который переваривает насекомых в течение 4-5 часов. Так вот, ученые из Гарвардского и Массачусетского университетов сумели воспроизвести эту поверхность с использованием нанотехнологий. Ее назвали SLIPS – Slippery Liquid Infused Porous Surfaces, то есть несмачиваемая пористая поверхность, пропитанная жидкостью. В результате они получили ничем не смачивающуюся, то есть панофобную поверхность, еще более скользкую, чем лист лотоса. Можно назвать это эффект лотоса версия 2.0. Полученные слипс материалы могут работать в экстремальных условиях. Мгновенно самовосстанавливаться, они оптически прозрачны и химически инертны. А самое главное, они имеют низкую адгезию к таким материалам, как лед и воск. То есть на их поверхности не задерживается ничего. А значит, на их основе возможно создание покрытия, которые не будут обледеневать. Например, покрытие нефти, водопроводов, приборов, работающих при отрицательных температурах, кузовов автомобилей, на которых не будет намерзать лед, и кораблей для защиты от обрастания ракушками. И правда, о сколько нам открытий чудных готовит просвещению дух. Что еще подскажет человеку природа? На этом все. Надеюсь, вам было интересно, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Если же вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет!